Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что обязательно нужно носить в кармане, а также поговорим о том, что ни в коем случае нельзя класть в свои карманы какие вещи, потому что они ведут не только к бедности, но они ведут к проблемам и со здоровьем, и с деньгами, и с отношениями даже в семье. Поэтому обязательно просмотрите, друзья, это видео от начала до конца и постарайтесь прямо после просмотра этого видео использовать в своей жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «везение», и пусть в вашей жизни будут и везение, и удача, и благополучие. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Я думаю, что редко среди людей можно встретить человека, который не хотел бы быть богатым и счастливым. Для одних это цель в жизни, они твердо знают, чего хотят и предпринимают все меры для ее достижения. Другие же не готовы следовать своей цели, не готовы ради денег пожертвовать некоторыми вещами, считая, что могут быть счастливыми и без большого количества денег. Однако в том или в другом случае, пока человек живет в материальном мире, деньги ему нужны для нормальной жизни, для осуществления своих желаний. Что же собой представляет денежная энергия? Существует ли она на самом деле? На эти вопросы люди начинают искать ответ, когда в их жизни начинают возникать необъяснимые на первый взгляд вещи. Почему у одних есть деньги на все, на что только они не пожелают, и они могут себе позволить тратить деньги, не задумываясь, и им их на все хватает? Как на вещи первой необходимости, на отдых, путешествия. А вот другие люди живут в постоянном режиме экономии, постоянно во всем себе отказывают, а денег как не было, так и нет, и сделать они ничего с этим не могут. Все это наталкивает на мысль, что одних деньги любят, а других просто-навсего нет. Но на самом деле деньги – это очень тонкая живая энергия, существующая по своим особым законам. Они легко реагируют на все наши мысли, желания. Они ощущают искренность наших поступков на энергетическом уровне. Они легко реагируют на наши слова о том, что их не хватает, что приходится экономить, что бедность присутствует в нашей жизни. Поэтому таких выражений, как «у меня нет денег», «я не могу себе этого позволить», «деньги не любят меня» или «деньги не приходят ко мне», «для меня это дорого» и так далее, этим выражением не должно быть место в вашем лексиконе и даже в ваших мыслях. Деньги имеют физические, эмоциональные и ментальные свойства. Физические свойства денег – это купюры и монеты. Денежная энергия любит уважительное к себе отношение. Поэтому всегда забирайте сдачу. Даже если это мелочь, ни в коем случае не выбрасывайте рваные купюры. Если вы пренебрежительно относитесь к мелким деньгам, к вам никогда не будет и больших денег у вас в руках, так как такими действиями вы показываете, что не готовы принимать любые денежные суммы в свою жизнь, и вам нужно поступление больших денег, а не денежная энергия в общем. Деньги должны иметь свой домик, это ваш кошелек. Если это искусственный, недорогой кошелек, то и знайте, что вам будет сопутствовать энергия бедности. Также нужно обращать внимание на то, в каком он состоянии. Работает ли молния в кошельке, кнопки, не порван ли, не потрепанные ли углы, нет ли дырок, потертостей. Он должен обязательно быть из натуральных материалов, не дешевый, а цвет денежный. Черный, желтый, красный, золотистый, серебристый, все оттенки зеленого. Кроме денег, не стоит в нем хранить ничего постороннего, чтобы другие энергии не наполняли ваш кошелек. Купюры и монеты должны храниться друг от друга отдельно, в разных отделениях. Это порядок, который любят деньги. Никогда не тратьте все деньги до последней купюры. Он никогда не должен быть пустым, и в вашем кошельке при любых жизненных обстоятельствах должна находиться заговоренная денежная
бесценная купюра, которую вы просто не имеете права тратить. Так как если вы это сделаете, вы окончательно разорвете связь с денежной энергией. Ментальное свойство денег заключается в том, что если с детства ребенка учить, что счастье не в деньгах, то он никогда не будет жить достойно. Надо его учить тому, что деньги – это свобода, это радость, это удовольствие. Как ними правильно распоряжаться, ведь если это уметь делать, то они будут менять жизнь только в лучшую сторону. Если вы устраиваетесь на работу и считаете, что для вас хорошая зарплата не важна, то не рассчитывайте на то, что ваш новый руководитель оценит вас по достоинству, и вы будете хорошо зарабатывать, что перед вами откроются какие-либо перспективы, и вы сможете продвинуться по карьерной лестнице. Выйдя на данную работу, сами отправляете посыл безразличия. Вселенная, приняв его, даст вам все то, что вы желаете. Поэтому не стоит расстраиваться в таком случае, когда вы осознаете, что у вас нет никаких перспектив. Эмоциональное свойство денег заключается в том, что как вы к ним относитесь, так вы и получаете. В народе говорят, что жадность сродни бедности. Если вы на всем экономите, вы покупаете все самое дешевое, всегда думаете, как кого-то обмануть, чтобы не дать должную сумму, вы не умеете вовремя отпускать деньги, так как забыли или не желаете знать, что денежная энергия должна постоянно находиться в движении, что она вам должна приносить счастье, вы никогда не сможете притянуть ее в свою жизнь и, соответственно, вы никогда не будете богаты. Нужно жить по принципу, что вы не настолько богаты, чтобы носить и пользоваться дешевыми вещами. Ведь если вы купите, например, качественную обувь, вы будете ходить в комфорте, ощущая при этом радость. Вам она будет нравиться, и вы будете чувствовать себя счастливым человеком. А также она будет служить вам долго, что сэкономит само собой деньги, и вы сможете приобрести еще что-то, что сделает вас еще более счастливым и притянет к вам потоки светлых энергий. А вот если вы купите дешевую обувь, она будет вам не нравиться, вы будете притягивать негатив, она будет неудобной, чем будет перекрывать каналы для поступления энергии, а ко всему еще и быстро порвется, что вас расстроит, и вы снова-таки притянете негатив. Деньги любят, когда они дарят радость и приятные эмоции, поэтому, когда что-либо покупаете, делайте это так, чтобы ощущать радость и удовлетворение. Деньги – это энергия, которая дает человеку большие возможности. Чем больше в жизни человека, тем шире и возможности. Вы знаете, существуют народные приметы, ритуалы, практики, которые помогут вам стать богатым и успешным человеком. Вы о многих уже слышали, а вот вы знаете, какую роль играют карманы в вашей одежде? Думаю, не каждый из вас владеет этой информацией. Деньги не любят, когда они скручены, когда они помяты и небрежно засунуты в карманы. Людей, которые не знают, что у них делается в карманах, что где у них завалялось, никогда не будут водиться деньги. Ну а чтобы избежать застоя финансовых потоков, деньги вообще не стоит класть в карманы. Для этого есть кошелек. К тому же, если к вам попала купюра человека, который излучает негатив, и вы положили ее в карман, вы этот негатив переплетете со своей энергетикой, что неблагоприятно скажется уже на вашем энергетическом состоянии. Вы будете ощущать недомогание, слабость, и деньги придется потратить уже на восстановление здоровья. Если в кармане образовалась дырка или распоролся шов, то это говорит о том, что вам предстоят непредвиденные спонтанные финансовые траты, что деньги будут поступать нестабильно, вызывая определенные трудности. Все связано с тем, что через дыры денежная энергия будет вас покидать быстрее, чем поступать к вам. Поэтому, если такое уже случилось, то как можно скорее зашейте дырку, восстановите шов. Если в вашем кармане накапливается мусор, чеки из магазина, бумажки с адресами, крошки и прочее, то есть любой мелкий мусор, который несет в себе негативную энергетику, все это будет способствовать тому, что денежная энергия обойдет вас стороной. Не стоит забывать и о том, что мусор способен притягивать негатив, что в таком случае этот негатив будет сопровождать вас и собирать весь негатив, который будет встречаться на вашем пути. Такое количество негатива внесут неприятные коррективы в вашу жизнь, у вас не будут получаться осуществлять свои планы. А для того, чтобы это все-таки сделать, нужно будет тратить много энергетических сил. Поэтому следите за чистотой своих карманов и не помещайте в них то, что способно вам навредить.
Согласно народному поверью, не стоит из дома выходить с пустыми карманами, так как пустота притягивает пустоту, а в финансовом вопросе это бедность и неудачи. Для этого стоит держать постоянно в одном из карманов монету любого цвета и номинала. Она будет притягивать к вам деньги и успех. Хорошо ее еще и заговорить. Для этого возьмите монету, положите на ладонь левой руки, затем накройте ее ладонью правой руки, стоя перед окном так, чтобы лунный свет попадал на ладони, и при этом проговаривайте 8 раз такие слова. Сильная монета, сильная луна, богатство и успех будут у меня. Энергии сильные мой дом наполняют мою жизнь, к лучшему меняют. После того, как скажете эти слова, дуньте на монету 8 раз. Отныне это ваш талисман, который будет притягивать деньги в нужных количествах в вашу жизнь. Но ни в коем случае не хвастайтесь ними и никому не давайте к нему прикасаться, так как он не только утратит силу после таких действий, но и денежная энергия перестанет к вам поступать. Также обращаем ваше внимание, что именно эту практику лучше всего проводить на растущей луне. Чтобы деньги водились и не переводились, обязательно положите в карман новую монету желтого цвета большого номинала. Это может быть даже старинная монета, но ни в коем случае не стоит ее тратить. Периодически поглаживайте ее в руках, проговаривайте свои просьбы и желания, которые будут идти в тот момент от чистого сердца, и она будет притягивать к вам денежные потоки. Также в новолуние проведите и такой простой ритуал. Насыпьте в карман горсть монет разного цвета и номинала и, глядя на Луну, трижды позвоните монетами и проговорите такие слова. В моем кармане денежки звенят, пусть с ростом Луны растет и мое благосостояние. Эти монеты притянут изменения в финансовом положении. Одну из них положите в карман, а какую выберете уже на интуитивном уровне. Вторую разместите в кошельке, а третью, где находятся ваши сбережения. Несколько монет разместите по дому, но в недоступных местах. Остальные отдайте на благотворительность. Это поможет вам приумножить поступление денежной энергии в вашу жизнь. Можно проделать и такой простой, но в то же время действенный ритуал. Выберите пуговицу средних размеров, чтобы в ней обязательно было 4 дырочки. Цвет пуговицы денежный, зеленый, может быть желтый, золотой, серебряный. Возьмите кусочек красной нити и проденьте в дырочки крест-накрест и завяжите 8 узелков. Далее положите пуговицу между ладоней, чтобы денежная энергия не выскользнула, и при этом скажите такие слова. Денежную энергию в помощь призвала, на 8 узелков ее завязала, чтобы удача и счастье и успех были со мной вовек. После этого ее можно положить в левый карман, и она станет для вас денежным магнитом. Кладите ее туда утром, так как в этот момент активизируются энергии, связанные с накоплением и поступлением денег. Если вдруг эта пуговица потеряется, это говорит о том, что денежная энергия подверглась влиянию негатива извне и приняла его на себя. Если такое произошло, ритуал повторите, чтобы вновь завести денежный талисман. Также нарисуйте в кармане на подкладке 4 восьмерки красным фломастером или ручкой. Их энергетика настолько сильна, что деньги от вас будут вводиться всегда и на постоянной основе. Когда будете это делать, скажите такие слова: энергетика восьмерок сильна, деньги будут у меня всегда. Когда сезонную одежду вешаете в шкаф, приведите обязательно ее в порядок. Очистите от пятен, проветрите и не забудьте в карманы положить по большой денежной купюре. Этим действием вы притянете денежную энергию в свою жизнь. Если, идя по дороге, вы споткнулись, чтобы не потерять денежную энергию, засуньте руку в любой карман и скажите: руку в карман кладу, неудачу в свою жизнь не впускаю, деньги не теряю, а только их приумножаю. После того, как вы это проделаете, плюньте через левое плечо 3 раза и продолжайте свой путь дальше. Таким способом вы не допустите, чтобы перекрылся ваш денежный поток. А вот если в карман положить травы, то их энергия будет способствовать тому, что активизируются денежные потоки. Например, кусочек коры ореха притянет к вам деньги, а вот лавровый лист – финансовые успехи и продвижение по карьерной лестнице. Мята – удачу в бизнесе, что принесет значительную прибыль и удачное его развитие. Клевер – изобилие и радость, корица – любовь и успех. Если женщина будет носить в кармане кусочек коры дуба, она будет сильна духом и сможет осуществить все свои мечты.
Если женщина будет проверять карманы мужа, то у него никогда не будет денег. Если брать деньги с них тайком, уйдет к другой женщине. Когда отдают долг, нужно в кармане держать дулю. Это нужно делать левой рукой в левом кармане. Если идете на собеседование, на новую работу, на экзамен, тогда заверните дольку чеснока в белую салфетку и положите в карман, чтобы негатив извне не помешал осуществить задуманное. Ну а чтобы предотвратить неприятное событие, сплюньте трижды через левое плечо, держа руку в правом кармане. Иногда, когда мы благодарим за что-то, в ответ иногда мы слышим «спасибо, в карман не положишь». Вы знаете, в этой фразе заключается сильнейший разрушительный негатив, который в значительной степени наносит вред денежной энергии. Даже если это было сказано как бы в шутку, без какого-либо отрицательного контекста. Но оно выводит энергетику человека из равновесия, что впоследствии приведет к большим проблемам. Поэтому никогда не говорите «спасибо, в карман не положишь». Поэтому, друзья, используйте эти знания с пользой для себя. Продумывайте, что и когда вы кладете в свои карманы. Это поможет вам уберечь себя от негативных последствий. Используйте карманы для того, чтобы привлечь в свою жизнь благо, которое сделает вашу жизнь прекрасной, чудесной и изобильной. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «изобилие», если вы досмотрели до этого момента видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся в следующем видео.